Представь, что ты плывешь в теплом мелком море. Вода прозрачная и ласковая, солнце дробится на песчаном дне, вокруг мелькают серебристые рыбы. Далеко на берегу, за полосой прибоя, топчут землю динозавры. Их шаги отдаются в воде глухим гулом. Ты думаешь, что самое страшное существо этой эпохи ходит там, на суше. Но ты ошибаешься. Потому что под тобой, в синей глубине, что-то шевельнулось. Огромная тень скользит у самого дна, длиной с автобус, и поднимается прямо к тебе. Ты видишь пасть, полную кинжальных зубов, и глаз размером с обеденную тарелку, который смотрит на тебя, не мигая. Это не рыба, и это не динозавр. Это существо дышит воздухом, как ты, но никогда не выходит на сушу. Его предки когда-то бегали по земле на 4 лапах, а потом сделали то, чего почти никто не делает. Они вернулись в море. Мы привыкли думать, что во времена динозавров все главное происходило на суше. Огромные ящеры, битвы гигантов, рев в джунглях. Но половина той эпохи скрыта под водой, и там разворачивалась своя, еще более странная история. Пока динозавры правили сушей, морями правили совсем другие владыки. И были они страшнее почти всего, что ходило по земле. В прошлом фильме мы спустились к птицам ужаса, и в самом финале пообещали тебе кое-что. Мы сказали, что дальше нырнем в древние моря и покажем чудовищ, которые там скрывались. Вот мы и здесь. Только это не те древние океаны, о которых мы уже рассказывали. Тогда речь шла о мире задолго до динозавров, о панцирных рыбах и трилобитах. А сегодня мы попадаем в самое сердце эпохи динозавров, но не на сушу, а под воду. И здесь у нас есть один главный вопрос, ответ на который переворачивает привычную картину. Кто на самом деле правил морями, когда на суше царствовали динозавры? Спойлер сразу, это были не динозавры и не рыбы. Это были рептилии, которые однажды ушли с суши обратно в воду и превратились в ее чудовищ. Если тебе интересно, как ящерица снова стала морским монстром, подпишись на канал прямо сейчас. Впереди история одного из самых смелых превращений в жизни планеты. Чтобы понять, откуда взялись морские чудовища, надо вернуться к Великой катастрофе. Мы уже рассказывали про нее в фильме о мире до динозавров. 252 миллиона лет назад планету поразило страшнейшее вымирание в ее истории. Океан почти опустел. Погибло около 90% всех морских видов. Моря стали полупустыми, и огромное количество еды и места вдруг осталось без хозяев. Трудно поверить, но именно катастрофа открыла морю дорогу к новым чудовищам. Пока океан был полон старых сильных хищников, чужаку с суши там не было места, а опустевшие воды словно приглашали новых жильцов. И первыми это приглашение приняли рептилии, привыкшие жить у самой кромки воды. И вот тут случилось странное. Жизнь, которая миллионы лет выбиралась на сушу, развернулась и пошла назад, в воду. Некоторые сухопутные рептилии снова спустились к морю. Сначала они ловили добычу у берега, потом стали заплывать глубже. Их лапы медленно превращались в весла, тела вытягивались и обтекали, ноздри уползали выше к макушке. Море предлагало пустой трон, и кто-то должен был его занять. Представь себе первого такого смельчака. Неуклюжая ящерица на скользких камнях у прибоя. Она еще умеет ходить по земле, но все чаще уходит в воду за рыбой. Каждое поколение проводит в море чуть больше времени, чем предыдущее. Проходят миллионы лет, и ее далекие потомки уже не могут выйти на сушу вовсе. Земля стала для них чужой. Их домом окончательно и навсегда сделался океан. Так началась эпоха морских ящеров. И первыми на сцену вышли самые изящные из них. И сразу договоримся о важном. Ихтиозавры, плезиозавры и мозазавры – это не динозавры, хотя жили с ними в одну эпоху. Динозавры – это отдельная ветвь, что осталась на суше, а морские ящеры – это совсем другие рептилии, ушедшие в воду своими путями. Поэтому называть их морскими динозаврами не совсем верно, хоть так и делают часто. Это отдельный свой мир владык, о котором почти никто не рассказывает. Их называют ихтиозавры, что значит рыбоящеры. Запомни это слово. Они появились очень рано, почти сразу после Великого вымирания, около 250 миллионов лет назад. И они первыми среди морских рептилий стали настоящими гигантами. Но поражает даже не размер, поражает их облик. Посмотри на ихтиозавра, и ты поклянешься, что перед тобой дельфин. Обтекаемое тело, острый нос, плавник на спине, мощный хвост. Только это не дельфин,
и вообще не млекопитающее. Это рептилия, родня ящериц, которая своими силами с нуля изобрела форму дельфина за сотни миллионов лет до появления настоящих дельфинов. Природа как будто заранее нарисовала чертеж идеального пловца, а потом повторила его дважды на совершенно разных существах. Это один из самых красивых примеров того, как жизнь приходит к одному и тому же решению разными путями. Самое поразительное, как быстро они стали огромными. Уже через несколько миллионов лет после возвращения в воду появились рыбоящеры длиной 15 метров и больше. Один из ранних гигантов, кимбоспондил, жил всего через 5 миллионов лет после первых мелких предков, а был уже размером с кашалота. Такой скорости в наборе размеров жизнь почти нигде больше не показывала. Пустое море после Великого вымирания словно само толкало своих новых хозяев вверх, к гигантизму, ведь еды хватало, а соперников почти не было. Ихтиозавры росли поразительно быстро и достигали чудовищных размеров. Самый большой из известных, ихтиотитан, по оценкам ученых, тянул почти на 25 метров. Это длина синего кита и больше многих динозавров суши. Представь себе рыбоящера длиннее теннисного корта, скользящего в толще воды. У других был еще один жуткий козырь – глаза. У некоторых ихтиозавров глаз был размером с человеческую голову. Крупнейший глаз среди всех животных за всю историю. Такой глаз ловит малейший отблеск света на большой глубине, где царит вечный сумрак. Эти существа охотились там, куда почти не проникает солнце. Опустись мысленно вслед за таким охотником в темноту. Наверху еще дрожит зеленоватый свет, но с каждым метром он гаснет, и вокруг сгущается синий мрак. Ихтиозавр уходит все глубже, туда, где вода холодна и тяжела, где прячутся стаи древних кальмаров. Его огромный глаз ловит слабое мерцание чужого движения. Один резкий рывок хвостом, и добыча исчезает в зубастой пасти. Потом он не спеша всплывает к поверхности за новым глотком воздуха. Так, между светом и тьмой проходила вся его жизнь. И была у них еще одна тайна, которая все меняет. Ихтиозавр не мог отложить яйца на берегу, ведь он уже не выходил на сушу. Поэтому он рождал детенышей прямо в воде, живыми. Ученые нашли окаменелости, где взрослая особь застыла в момент родов, и крошечный малыш выходит хвостом вперед, как у современных китов. Вот она, точка невозврата. Существо, которое рождает в воде, уже никогда не вернется на Землю. Море забрало их насовсем. Но пока ихтиозавры бороздили открытый океан, в глубине поднимались другие охотники, устроенные совсем иначе. Пришел юрский период, и моря заполнила новая ветвь морских рептилий – плезиозавры. Запомни и их. Это существа с широким телом, 4 большими ластами и, у многих, невероятно длинной шеей. Возьми эласмозавра. При общей длине около 10 метров его шея тянулась почти на 7 метров и состояла из 72 позвонков. Для сравнения, у тебя в шее их всего 7. Это одно из самых длинношеек животных, когда-либо живших на Земле. Долго спорили, зачем нужна такая шея. Скорее всего, она позволяла тихо подкрадываться к стае рыб снизу и молниеносно выхватывать добычу, пока остальные ничего не замечали. Огромное тело оставалось далеко внизу, а маленькая голова на длинном стебле аккуратно вплывала в самую гущу. Плезиозавр греб 4 ластами сразу, будто летел под водой, как современная морская черепаха, только куда крупнее. Представь эту охоту глазами маленькой рыбы из стаи. Вокруг тебя тысячи таких же серебристых спинок, вы движетесь как одно живое облако. Внизу спокойно, там только смутная темная масса далеко под вами. И вдруг из этой массы бесшумно вырастает длинная шея с маленькой головой. Она вплывает в стаю так мягко, что почти никто не успевает встревожиться. Щелчок челюстей, и одной рыбы больше нет. Остальные бросаются в рассыпную, а шея уже тянется за следующей. Длинношеый охотник берет не силой, а тишиной и терпением. Но не все родичи плезиозавров были такими деликатными. От этой же ветви произошли плеозавры, и вот они были настоящим кошмаром. Короткая мощная шея, огромная голова и челюсти, каких не было почти ни у кого. Кронозавр достигал 12 метров, и один только его череп тянулся почти на 4 метра. Другой гигант, которого прозвали «Хищник Икс», по оценкам доходил до 15 метров. Сила укуса этих тварей приближалась к силе укуса тираннозавра,
а может и превосходила ее. Одного из таких гигантов нашли совсем недавно на далеком северном острове Свальбард в толще древних пород. По прикидкам, его челюсти сжимались силой, которой хватило бы, чтобы раздавить небольшую лодку. Для любого существа тех вод, включая крупных ихтиозавров, плеозавр был живым воплощением ужаса. Казалось, страшнее правителя у моря быть не может. Но эпоха менялась, и на смену старым владыкам уже поднимались новые. Ближе к концу эпохи динозавров, в меловом периоде, в морях появились совершенно новые чудовища – мозазавры. И вот тут природа повторила свой фокус еще раз, потому что мозазавры произошли не от ихтиозавров и не от плезиозавров. Их предками были ящерицы, похожие на современных варанов, родня комодского дракона. То есть море заселили заново, второй волной, совсем другие сухопутные рептилии, которые опять решили уйти под воду. Дважды в одну и ту же эпоху жизнь сделала один и тот же шаг с суши в океан. Вдумайся в это на секунду. Одно и то же море, одна и та же эпоха динозавров. И жизнь дважды повторяет один и тот же путь. Сначала ящеры уходят в воду и становятся ихтиозаврами. Потом, спустя огромный срок, совсем другие ящеры повторяют этот путь и становятся мозазаврами. Как будто океан снова и снова зовет сушу вернуться, и суша каждый раз откликается. Мозазавры расселились по всей планете, их находят от Америки до Новой Зеландии. За короткий по меркам эволюции срок они стали хозяевами всех морей сразу. Мозазавры оказались невероятно успешными. Всего за несколько миллионов лет они выросли из небольших ящериц в главных хищников всех морей планеты. Крупнейшие, вроде мозазавра и тилозавра, достигали 15 метров и больше. Длинное гибкое тело, мощный хвост, огромная зубастая пасть. У них даже на небе был второй ряд зубов, чтобы добыча не могла выскользнуть. Мозазавр хватал все подряд – рыбу, черепах, аммонитов в раковинах, других морских рептилий и даже своих сородичей. Находки это подтверждают. На костях мозазавров встречаются следы зубов других мозазавров. Оставили эти хищники и другие улики своей мощи. Находят раковины аммонитов, древних родичей кальмаров, с ровными рядами круглых дырок по краю. Долго не понимали, откуда они, пока не сложили эти дырки с зубами мозазавра. Оказалось, хищник кусал раковину снова и снова, пробуя вскрыть ее, как ты вскрываешь плотную банку. А один из мозазавров, тилозавр, носил крепкую тупую морду и, судя по находкам, таранил ею добычу на полном ходу, оглушая жертву ударом, прежде чем пустить в дело зубы. К этому моменту старые владыки уже сходили со сцены. Огромные ихтиозавры вымерли примерно за 20 миллионов лет до конца мела, уступив место более быстрым и зубастым. Гигантские плеозавры тоже угасли. Их троны занимали мозазавры и оставшиеся плезиозавры. Море, как и суша, не знало вечных королей. Одна династия чудовищ сменяла другую. Каждая считала себя хозяйкой навсегда, и каждая ошибалась. Но откуда мы вообще все это знаем, если между нами и этими морями лежат десятки миллионов лет? Об этом стоит рассказать отдельно. Никто из людей никогда не видел живого мозазавра или ихтиозавра. И все же мы можем описать их удивительно точно, вплоть до того, как они рождались и чем питались. Откуда такая уверенность? Ответ, как всегда, лежит в камне. Морское дно устроено так, что тела погибших существ засыпает мягким илом, и они сохраняются на удивление хорошо. Иногда до нас доходят целые скелеты, до последней косточки. Еще 2 века назад на юге Англии девушка по имени Мэри Эннинг находила на морских обрывах скелеты огромных ихтиозавров и плезиозавров. Именно эти находки когда-то доказали людям, что мир прошлого был совсем не похож на нынешний. И во многом с них началась вся палеонтология. А еще камень хранит следы давних трапез. Помнишь пробитые раковины аммонитов? По ним мы читаем, кто на кого охотился спустя сотни миллионов лет. По химическому составу костей и зубов ученые определяют даже то, в теплой или холодной воде жило существо, и как глубоко оно ныряло. Целую жизнь давно исчезнувшего охотника наука собирает буквально по крупицам, оставшимся в породе. Кости рассказывают не только о внешнем виде. Мы уже говорили про окаменелость, где ихтиозавр застыл в момент родов. Именно так, по прямой находке, мы узнали, что эти рептилии рождали детенышей в воде. А еще ученые режут кости на тончайшие пластинки и смотрят их внутреннюю структуру под микроскопом. Плотные, богатые каналами кости говорят о быстром росте и высокой активности.
По таким следам выяснили, что многие морские ящеры, скорее всего, были теплокровными, как киты, и могли уходить в холодные и глубокие воды. Даже огромный глаз ихтиозавра оставил след. Вокруг него сохранилось костное кольцо, по которому и вычислили его размер. Наука умеет читать древнее море по камню. Но у этого моря, как и у мира на суше, приближался страшный финал. 66 миллионов лет назад в Землю врезался астероид шириной около 10 километров. Мы уже рассказывали про этот день в фильмах о гибели динозавров, но обычно мы смотрим на него с суши. Давай в этот раз посмотрим из-под воды. Сначала море ничего не замечает. Потом небо вспыхивает ярче солнца, и по воде проходит дрожь. Поднимается чудовищная волна. В атмосферу выбрасывается столько пыли и пепла, что солнце меркнет на месяцы. А для моря солнце — это жизнь. Крошечные водоросли, которые кормятся светом, начинают гибнуть первыми. Вместе с ними исчезает планктон, рушится вся пищевая цепь снизу доверху. Дальше беда катится сама собой. Нет света — гибнут водоросли. Нет водорослей — пропадает мелкая живность, что ими кормится. Нет мелкой живности — голодают рыбы. А без рыбы приходит конец и огромным хищникам на вершине, ведь их прокормить труднее всего. Чем крупнее и сильнее существо, тем больше еды ему нужно каждый день, и тем быстрее оно слабеет, когда еда исчезает. Так, самые могучие владыки моря оказываются и самыми беззащитными перед голодом. Гиганты уходят первыми именно потому, что они гиганты. Представь последние дни этого мира глазами одного мозазавра. Ты по-прежнему царь здешних вод, самый сильный хищник на много километров вокруг. Но вода вокруг холодает, свет гаснет, и добыча пропадает день за днем. Ты опускаешься глубже в поисках еды, но ее нигде нет. Твоя сила больше ничего не решает, ведь есть нечего даже самому могучему. Огромные морские ящеры, что правили океанами почти всю эпоху динозавров, угасают вместе со своим миром. Мозазавры, последние плезиозавры, все великие владыки глубин. Море, которое они считали своим навсегда, забирает их так же, как отдало когда-то. И вот наступает тишина. Океан пустеет второй раз за свою историю. Отойдем на шаг и посмотрим на всю картину. Пока динозавры топтали сушу, в морях правил целый параллельный мир чудовищ. И это были не динозавры и не рыбы, а рептилии, которые ушли с земли обратно в воду. Ихтиозавры, похожие на дельфинов. Длинношеи плезиозавры и жуткие плеозавры с укусом тираннозавра. И мозазавры, ящерицы, во второй раз завоевавшие океан. Каждая династия поднималась на вершину и была уверена, что уж она-то навсегда. И каждую в свой срок сменяла следующая, а всех вместе оборвал один единственный день. И вот что во всем этом самое важное для тебя. История морских ящеров — это еще одно доказательство простого закона. На Земле нет вечных королей. Ни на суше, ни в небе, ни в самой глубокой воде. Море меняло хозяев снова и снова. Рыбы-ящеры, потом гиганты с длинной шеей, потом ящерицы с веслами. А когда исчезли и они, трон опять остался пустым, и его ждали уже совсем другие претенденты. Подумай об этом в следующий раз, когда будешь стоять у берега моря. Там, под спокойной поверхностью, когда-то скользили тени длиной с автобус, с глазами размером с твою голову. Целый мир владык поднимался и падал в этих водах задолго до первого человека. И сама жизнь дважды доказала здесь удивительную вещь. Даже уйдя однажды из моря на сушу, она может развернуться и вернуться обратно, чтобы стать чем-то совершенно новым. Мы с тобой тоже часть этой бесконечной цепи превращений. Каждый раз, когда жизнь теряет один дом, она находит или строит другой. Из моря на сушу, а потом снова в море. Из ящерицы в подобие дельфина, из сухопутного охотника в чудовище глубин. В этом бесконечном движении и есть главная сила жизни. И мы с тобой ее сегодняшнее звено. И еще, прежде чем мы попрощаемся. А кто из этих морских чудовищ впечатлил тебя сильнее всего? Рыбоящер, длинношеий плезиозавр или зубастый мозазавр? Напиши в комментариях, нам правда интересно, кого ты бы назвал главным владыкой древних морей. А кто занял опустевший трон морей после гибели ящеров? Кто стал новым владыкой глубин? И правда ли, что самая страшная акула в истории появилась именно тогда? Об этом мы расскажем в новом погружении уже на этой неделе, так что оставайся с нами и жди. Это были «Забытые эпохи».
Подпишись, чтобы не пропустить следующее погружение во времени. Впереди еще много забытых миров.